Всем привет! Здравствуйте! Сегодня наша такая рубрика «Вопросы и ответы». Давно я ее не проводила, ответы на ваши вопросы. И вот такой вопрос был 4 дня назад. Вы не знаете, поймали того, кто гусят загрыз? Кто это оказался? Я работаю, не получается часто смотреть. Спасибо. Нет, не поймали. Вам тут уже ответили, что мы Вера, Верка-пионерка, Верочка, здравствуйте. Вера ответила, что собаку отпустили, и птица перестала пропадать. Да. Но мы тут ездили в Анапу, как вы уже, тот, кто смотрит нас постоянно, увидели. И когда ехали домой, за 2 часа до нашего приезда, гуси утопили одного индюшонка в бассейне. И я сразу приехала. На следующий день мы убрали 10 гусей, на следующий день 10. Получается, что за весь сезон мы уже убрали 30 гусей. И у нас еще 10 гусей. Не помню, рассказывала или нет, но мы их покупали уже месячных гусей. Поэтому и купили их примерно недели 2 назад, больше даже уже, наверное, пусть 2 недели назад, уже месячных гусей купили, и вот остались только они. Но они еще безобидные к тому времени, когда они подрастут, и индюшата подрастут. Да, Вилли сейчас бегает по территории, и теперь у нас птица увеличивается, у нас курочка села на гнездо, села за стайкой. Там у нас кровать старая стояла, она там. И мы имели старый опыт. Мы когда в Селенгинске жили, у нас курочка села на яйца, и мы захотели ее в новое гнездо перенести. Сделали ей гнездо, она пришла, все яйца раскидала, распинала прямо их, раскидала вот так и ушла. Ну и мы думали, что с курочками это не пройдет. А эта курочка села. Вчера я ее обнаружила, что у нее там 11 яичек, сегодня уже 12, я ей еще 13 подсунула. И еще завтра у одной женщины куплю, она у своих возьмет беленький, легорну хочет. Хочу еще подложить ей. Мы в стаечке, где комбикорм у меня сейчас стоит. Кстати, я сделаю завтра обзор стаечек, вообще сделаю всего ремонта. И там мы ей поставили колесо, уложили все сено, и такая у нее там проветривается. А я ее так взяла, обняла, к себе прижала. А Ваня яйца взял, муж Иван, перенес туда. И я так ее посадила и думаю, ну все, сейчас начнется, она сейчас эти все яйца раскидает. А она прям так... И такая она сидит. Я ей водички поставила, комбикорм. И сидит. То есть у нас еще присела курочка на яйцо. У нас сейчас сидит в данный момент утка. У нее 14 яиц утиных и 2 куриных лежит. И сидит курочка у нее на сегодняшний день. То есть она вчера целый день гуляла, не парила их. Вечером села, утром сидела. Сегодня целый день сидит, не встает в таком полумраке. И вот яйцо подсунули, хочу завтра вот ей еще подсунуть 5 штучек беленьких, если получится. Посмотрим, примет она их, не примет, посмотрим, как будет. То есть у нас вот такая обстановка. Значит, что за птица у нас осталась сейчас? У нас сейчас 3 утки, селезень, 10 гусей осталось. Куры рыжие, куры белые, этих 10, этих 11, петух, индюшат 9 осталось, одного удушили, жалко очень. Они уже такие крупненькие стали. То есть на сегодняшний день у нас и полная новая, мы взяли новый ларец. У нас теперь 2 ларца больших. Мы взяли большой теперь. Насколько взяли, не помнишь? Мы взяли новый ларец на 360 литров. И теперь они там все лежат. Дальше. Александр Майер. Александр, здравствуйте. 3 дня назад пишет. Снежана даже внешне на вас похожа. А почему вы к Снежане так предвзято относитесь? Видно, что недолюбливаете. Вот Улю вы любите больше.
Вот Улю вы любите. Александр, вы знаете, вообще первый раз такое сообщение поступило. Обычно меня все обвиняют, все вплоть до детей. Но дети не обвиняют, но у них ревность. Все считают, что я больше всех люблю Снежанку. Вообще я люблю всех. Снежана и Максим, они первые детки были. Сейчас Анютка такая классная стала, Ульяна, Василиска. Мальчишек всех перечислять не буду. Их всех люблю. И мне даже приятно, что вы подумали, что я к Снежане предвзято отношусь. Это говорит о том, что кто-то видит, что я Улю люблю. Кто-то думает, что Вася на меня похожа, и я ее люблю. Кто-то думает, что я с тем-то, кто-то с тем-то. Это говорит о том, что мы любим всех. Я люблю Снежану, безумно люблю Снежану. Так, дальше. Людмила К. У вас был комментарий к видео к тому, что мы к Владу ездили в больницу. И вы пишете: интересно, ведь по факту вы ему чужие люди. Ему ведь уже 18 лет исполнилось. А как вас пустили к нему в госпиталь? Ведь все военное тщательно охраняется. И даже родственникам тяжело попасть. Людмила, когда Влад попал к нам в семью, опека, государство заключило с нами договор, постановление и договор. И вот Влада забирали в армию, когда ему было 21 год, и он унес туда копию постановления, копию договора. То есть я у него везде прохожу как приемная. Мы как приемные родители. То есть я не буду перечислять я, Иван. Мы идем как приемные родители. Поэтому нас везде пускают. Мы официальные представители Влада. Мы имеем право решать, как его лечить, что делать. Но главное, чтобы это было на благо его, как обычные родители. Людмила. Светлана, просьба к вам, когда попробуете паштет и сгущенку, нам сказать, вкусно или как. Вкусное. Мы заказали второй раз. Заказали второй раз сгущенку, заказали второй раз тушенку. Еще буду заказывать ветчину, потому что буквально сегодня я накрыла завтрак, открыла деткам паштет. Но Василиса пришла, говорит: мама, ветчина еще есть. А мы это в рюкзачок складываем, поэтому мы опять заказали и опять положили в рюкзачок и потихоньку вытаскиваем. Я опять пока детям не надоело, но мы не едим это каждый день. То есть только так вот по мере необходимости. Хороший паштет. Ветчина для того, чтобы где-то оказаться и где-то кушать, отличная. Отличная. То есть, когда ее кушаешь, не думаешь, что это какая-то плохая подделка. Нормальная ветчина, неплохая. Открывали вот тогда и дедушка пробовал. Хорошая. Тушенка мне понравилась лично собой. То есть, хорошая тушенка, неплохая. Поэтому я вот сейчас опять заказали с Иваном. Уже выкупили на Вайлдберрис. И тушенку, и сгущенку. Сгущенку просто больше уже съели, деткам открывали. Сгущенка не такая вот темно-вареная, как у нас. Она такая вот, как вам сказать, как крем-брюле. Чуть-чуть потемнее. Вкусная. Нету никаких крупинок. Читала там комментарий, кто-то написал, не здесь, а на Вайлдберрис, когда заказывала, какие-то крупинки. Но, видать, какая-то неудачная была партия или что, я не знаю. У нас ни одной крупинки в банке нет. У нас однородная масса, очень густая, очень вкусная сгущенка. Мне вот нравится, мы сейчас кореновскую здесь покупаем, сгущенное молоко и вареное сгущенное молоко. И это тоже понравилось. То есть поэтому смело покупаю. Вот буквально вчера, по-моему, детям 2 банки открывала. Они смело на печеньке мажут и кушают. Нам понравилось. А на вкус и цвет, как сказать, на вкус и цвет у всех разное мнение, да?
Поэтому как вам или нет, но для покупки я рекомендую. Мне понравилось. Дневник домохозяйки. Аллочка, привет, моя хорошая. Мы с Аллой дружим уже год. Мы с ней познакомились каналами, стали дружить. И Алла пишет: привет, мои дорогие, как хорошо у вас в гостях, Светулечка, как так, птичий дворик, да. Иван приобщает сыновей к пчеловодству, да, улики, которые дома стоят, Иван с ними качал. В этот раз Иван руководил, и они под чутким руководством папы несколько дней качали мед. Ну, первый день под чутким руководством папы они качали. Шахназа Ибрагимова. Шахназа, здравствуйте. Почему Вилли с хлебом ходит? Смешной такой. Не знаю, у него это игра. Если вдруг он его потом съедает, но тут еще сейчас, видать, гуси подворовывают. Если вдруг у него заканчивается хлеб, он будет с ведром в зубах ходить. Он будет с кастрюлей со своей ходить. У него что-то должно быть в зубах. Поэтому он ходит с хлебом. Это белая собачка лабрадор. Я не знаю ее породу. Мы его подобрали. Вообще все животные у нас какие-то подобранные в основном. Мы ехали. Я не смотрела никогда по сторонам. Иван смотрел по сторонам и потихоньку на меня капал. Потому что в каком бы городе мы ни жили, он не всегда рассказывает про бездомных собак. Он всегда пытается их привезти домой, приводит у нас, поэтому их всегда много. Мы их держим во всех углах, мы о них заботимся. И тут в очередной раз мы ехали с Иваном, и он рассказал, что вот мама, тут ощенилась собака, что мама умерла. Он знает, ездит, наблюдает, где-то останавливается, смотрит, и остался брат с сестрой. Он хотел-то сестру поймать, а она убежала, посильнее силы были. А Вилли, он уже умирал, вот так голову поднял и лег. И вот Иван-то, я сидела сзади, нет, Иван мне дал его на руки, и вот мы его привезли совсем худого, он у нас потом сутки лежал в гараже, лежал, ну а потом встал, начал кушать, и вот такой сейчас кабан уже, этот Вилли, он был маленьким щенком. Поэтому какая у него порода, я не знаю. Мама, привяжите ручку на длинную веревку к пеналу. Я так... Хорошая идея. Я вообще все привяжу. Это вот только мы сейчас занимаемся. К репетитору идут. Положила 2 ручки каждой. Там завтра начинаем заниматься, лупают глазками, уже ручек нет. Настолько не собранные у меня девчонки маленькие. Но они из лагеря приехали более серьезные. Они стали интересные. Раньше Анюта старалась больше повторять за Снежанкой. Сейчас она уже такая, она личностью становится своей, шкодной, улыбчивой девчонкой. Мне так нравится сейчас ей заплетать эти косички. За резиночкой делаю, потом косичка. Ей так красиво. И вот эта ее улыбка, она становится очень интересной девочкой. Снежана очень люблю ее. Становятся очень интересные девчонки. Так, дальше. Татьяна. Светлана, здравствуйте. У вас, как всегда, вкусно и по-домашнему. Хорошие детки, красивые помощники. Светлана, извините, что напоминаю, может, не читали? У меня был вопрос, почему предпочитают принимать в семью девочек? А как вы считаете, на вашем личном опыте? Татьяна, здравствуйте. Скажу честно, я видела ваш вопрос. Я не знаю, что ответить. Мой личный опыт, когда мы брали деток, я не хотела брать девочек. Я хотела брать мальчишек. Но у нас появились дочки, и я безумно их люблю, и думаю, как бы я жила без этих косичек, без этих... Вот они вчера, мы с Валборис привезли Кости форма, пришла, будем еще вам тут демонстрацию показывать потом. Формы, тут Ульяна себе собирает форму, Кости уже пришла, Максимке уже пришла форма. И мы тут с Валборис, а тут эта Снежана села в Валборис.
Мама, у меня есть предложение. А Нютка, у нее Валберес нет, она давай в телефон говорить. Одежда для 7 лет, одежда для большие платья, для мамы. Мама, это тебе. Василиса села, давай смотреть себе какие-то. В общем, как без этого жить? Без этого очень скучно. Мальчишки, не знаю, может быть, люди боятся мальчишек. Нам хорошие мальчики попались. У нас хорошие дети. Не знаю. Часто папа говорит, у тебя не забалуешь, бывает у него такое проходит. Ты, говорит, тут сравнивает меня со своим отцом, с дедушкой, что ты, говорит, ты строгая, и тут же вся вот добрая. Не знаю, почему такие дети, но им пока, нашим детям, пока достаточно слова. А если вдруг они увидели у меня где-то слезинку, ой, мне потом, я за ними наблюдаю, они все стараются потом делать что-то, только чтобы у меня этого никогда не было. Поэтому кого лучше брать, не знаю. У кого-то дочки как пацаны, у кого-то мальчишки шкодные. Не знаю. Расскажу так, на своем опыте. С девочками сложней. Правда. Как-то был даже комментарий тут такой. А вот она, Ирина, она говорит, а можно вас спросить? Ирина, здравствуйте. Просто Ирина, вы поймете, что это ваш комментарий. А можно вас спросить? Мне так кажется, или Ульяна и Василиса не очень общаются между собой? Очень. Они даже живут сейчас в одной комнате. Раньше Ульяна жила со Снежанкой, а Анюта с Василисой. Сейчас уже, уже, наверное, год они вместе живут. Полгода Ульяна живет с Василисой. Они дружат как сестры. Как сказать? Они не подруги такие, чтобы вот какие-то интересы делить. Но они сестры, они не дерутся, они не ругаются. Такого нету, чтобы у них какая-то агрессия. Они шепчутся, у них какие-то общие интересы они обсуждают. Но подруги у них разные. Чтобы у них какая-то неприязнь к друг другу была, да нет, я не замечала. Василиска, она помладше, Василиске только 11, а Ульяне уже будет 14. Василиска еще такая, где-то маме что-то рассказать про какие-то секреты. Нет, я бы не сказала. Дети очень дружные. Такие. В общем, они как семья. Ну, а в семье также разные друзья. В общем, никакой предвзятости к друг другу нету. Ну вот и дальше. То есть с кем легче? Девочки, с ними посложнее. Они бывают что-то делят. Вот Снежана, мама, Василиса луком пахнет. Я говорю, дочь, ну ты скажи, сестричка, выйди, пожалуйста, из моей комнаты. От тебя луком пахнет. А Василиса говорит, мама, я в своей комнате была. То есть это не так. А у мальчишек такого нет. Мальчишки вообще дружны. Эти тоже дружны. Мальчишки, ну вот у них какие-то бывают перепалки. А мальчики вообще дружные. У девочек уже начинается переходный возраст. Девочки взрослеют быстрее. У них уже какие-то романтические чувства появляются, и я очень благодарна. Порой не все охота слушать, но я очень благодарна, что они открыты. То есть, допустим, вот вчера буквально мне Ульяна делала маникюр, красила ноготочки синим лаком, но он на солнышке блестит, это кошачий глаз, дорогой такой лак хороший. Она мне красила ноготочки, и вот в эти минуты мы очень хорошо откровенничаем. Мальчишки откровенничают, допустим, мама первый раз, допустим, если кому-то из детей понравилась девочка, мам, мне понравилась. То есть прям делятся, рассказывают. Поэтому кто лучше? Вы не у того спросили, не знаю, у нас как-то дети все такие интересные. Не знаю. Мальчишки с папой помогают. И со мной. А сейчас мы начали еще практиковать. Взрослые дети по очереди с нами ездят.
И получается, что вот в этот раз Рома с нами ездил. Получается, что ему очень много внимания уделялось. Где-то Валерий, вот мы с Валерой часто ездим вдвоем в больницу. Мы проводим время вместе, мы разговариваем с ним. Даже не знаю. Татьяна, правда, не у того спросили. Не знаю. Боятся, видать, мальчишек, что курить будут или еще что-то делать. У нас пока все тихо, мы пока читаем книги. Пока. Я всегда говорю пока. Может настать разное. Я надеюсь, что ничего не будет. Но пока. Дальше. Татьяна Рудольф. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. А мне плитка на кухне не нравится. Во-первых, она холодная, надо проводить теплый пол. Теплый пол у нас проведен. У нас везде горячие полы. У нас нету горячих полов у мальчиков в комнате. У них очень жаркая комната. У нас нету горячих полов у девчонок в комнатах. У них очень жарко, постоянно окна открыты. У нас ванна, туалет, кухня, гостиная. У нас везде горячие полы. Поэтому где кафель ложили мы, везде горячие полы. Где кафель был еще от прежних хозяев, полы холодные. Во-вторых, посуду уронишь сразу вдребезги. Да, но мы уже привыкли, и мне, если честно, с кафелем удобно. Мы уже привыкли. Бьется посуда, что делать? Ну, побольше посуды. Ну, мы привыкли, я вот очень к кафелю привыкла. И в-третьих, если подскользнется ребенок, то очень больно падает. Для меня лучше линолеум. Я согласна, что ребенок может упасть, но не падают дети. Так как они порой бегают, то они и на линолеум падают. Поэтому, ну вот так, у нас плитка. У нас у девочек в комнате линолеум лежит, и то у маленьких уже пора, да у всех пора менять. И у мальчишек у нас такой паркет лежит плиточный, поэтому у них вот такие полы. Майский цветочек Ландыш, здравствуйте. Как Владик служит, часто ли созваниваетесь, в каком он городе? Город Майкоп. Сейчас редко. Не потому, что он не звонит, он готов звонить 24 часа в сутки, а потому что не дают телефоны. Вчера звонил, сегодня домой привозили. Так. Ну вот на этой ноте я и закончу. То есть обсудила такие вопросы. Я очень вам благодарна. Спасибо, что вы заходите к нам. Спасибо, что вы с нами. Я прям с удовольствием поотвечала на ваши вопросы. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться. До скорой встречи, друзья.